Джон Смит жил в небольшом городке Эдмор, штат Мичиган. Он унаследовал ферму от своего отца и с удовольствием продолжал семейное дело. Каждое утро Джон вставал с первыми лучами солнца и отправлялся работать в поле. Он выращивал кукурузу и пшеницу, как это делали поколения его предков. Жизнь текла размеренно и спокойно, пока одной ночью в 30-х годах прошлого века не произошло нечто необычное. Джон проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Он выбежал во двор, но ничего подозрительного не увидел. Утром, обходя свои владения, фермер заметил странный кратер на краю поля. В центре воронки лежал большой камень необычной формы. Джон прикоснулся к нему и удивился. Несмотря на холодную погоду, камень все еще был теплым. Фермер подумал, что это должно быть упавший с неба метеорит, но не придал этому особого значения. Джон принес находку домой и показал своей жене Марте. Они долго рассматривали камень, пытаясь понять его происхождение. В конце концов, супруги решили оставить его себе как интересный сувенир. Марта предложила использовать тяжелый камень, чтобы подпирать дверь сарая. Муж согласился, не найдя странному булыжнику лучшего применения. Шли годы, и необычный камень стал привычной частью дома фермера. Дети Джона и Марты выросли и разъехались, а метеорит все так же верно служил дверным упором в сарае. Когда пришло время продавать ферму, Джон решил оставить камень новым владельцам, как часть истории этого места. В 1977 году ферму купил Дэвид Браун. Он был городским жителем и решил попробовать себя в сельском хозяйстве. Дэвид с интересом выслушал рассказ Джона о падении камня, но также не придал находке особого значения. Для него это был просто еще один предмет быта, доставшийся от продавца вместе с домом. Более 30 лет камень продолжал выполнять свою скромную роль дверного упора. Дэвид почти забыл о его существовании. Но в 2018 году произошло событие, которое заставило его вспомнить об этой истории. В новостях рассказали, что в Мичигане нашли крупный метеорит. Это вызвало настоящую золотую лихорадку. Люди начали искать небесные камни по всему штату. Дэвид задумался, а что если его старый дверной упор тоже окажется чем-то ценным? Он достал камень и внимательно его осмотрел. Внешне он действительно отличался от обычных булыжников. Поверхность была неровной, с характерными углублениями. Дэвид решил проконсультироваться со специалистами. Он отправился в Центральный Мичиганский университет. Там его направили к профессору геологии Моне Сербеску. Ученая с первого взгляда заинтересовалась необычным камнем. Она провела предварительный анализ и предложила Дэвиду более детальное исследование. Результаты удивили даже опытного геолога. Химический анализ показал, что камень на 88% состоит из железа и на 12% из никеля. Такое сочетание элементов не характерно для земных пород. Сомнений не оставалось. Это был настоящий метеорит. Дэвид не мог поверить своему счастью. Простой дверной упор оказался редким небесным гостем. Профессор Сербеску назвала находку метеоритом Эдмор в честь места, где он был обнаружен. Она также сообщила, что это один из самых крупных и ценных метеоритов, найденных когда-либо в Америке. Новость быстро облетела научное сообщество. Метеоритом заинтересовались ведущие исследовательские центры страны. Образцы камня отправили на анализ в Смитсоновский институт в Вашингтоне и Калифорнийский университет. Ученые обнаружили в составе метеорита редкие элементы, что еще больше повысило его ценность. Специалисты определили, что метеорит Эдмор – это очень древний фрагмент Солнечной системы. Он путешествовал в космосе миллионы лет, прежде чем упасть на Землю.
Такие находки крайне важны для изучения истории нашей планетарной системы. Дэвид был ошеломлен, узнав приблизительную стоимость своей находки. Эксперты оценили метеорит в сумму до $1 миллиона. Перед фермером встал непростой выбор – продать камень музею, частному коллекционеру, или оставить себе как семейную реликвию. После долгих размышлений Дэвид решил, что метеорит должен служить науке. Он выразил желание продать его музею, но при этом пожертвовать часть вырученных средств университету. Так камень, пролежавший десятилетия в качестве дверного упора, мог внести вклад в развитие астрономии и геологии. История Дэвида Брауна и метеорита Эдмор получила широкую огласку по всему миру. Она вдохновила многих людей внимательнее присмотреться к обычным вещам вокруг себя. Кто знает, какие еще сокровища могут скрываться среди привычных предметов быта. Похожий случай произошел в небольшой румынской деревне Колцы, расположенной в живописном регионе Бузеу. Здесь жила пожилая женщина по имени Мария Попеску. Она всю жизнь провела в этой деревне, занимаясь хозяйством и ухаживая за небольшим садом. Мария была известна своей добротой и гостеприимством. Ее небольшой домик всегда был открыт для соседей и путников. У входной двери женщины лежал массивный камень, который Мария использовала как дверной упор. Этот камень она нашла много лет назад, когда гуляла вдоль местного ручья. Регион Бузеу славился своими находками янтаря. С древних времен местные жители добывали его для изготовления украшений и лечебных средств. Однако Мария не придала особого значения своей находке. Для нее это был просто удобный камень, который хорошо удерживал дверь в ветреную погоду. Жизнь в деревне текла размеренно и спокойно. Мария занималась своим хозяйством, ходила в церковь по воскресеньям и иногда навещала родственников в соседнем городе. Ее дом был полон старинных вещей, доставшихся ей от родителей и бабушки с дедушкой. В 1991 году в деревне произошло чрезвычайное происшествие. Дом Марии ограбили. Воры проникли внутрь ночью и унесли несколько золотых украшений, которые женщина хранила как память о покойном муже. Удивительно, но грабители даже не обратили внимания на массивный камень у двери. Мария была расстроена потерей дорогих сердцу вещей, но благодарила Бога, что сама не пострадала. Жизнь постепенно вернулась в привычное русло. Камень-упор продолжал лежать на своем месте, храня в себе тайну, о которой никто не подозревал. Шли годы, Мария состарилась и уже не могла самостоятельно ухаживать за домом. Ее племянник Ион, живший в городе, предложил тете переехать к нему. Пожилая женщина согласилась, но попросила не продавать ее старый дом, как память о прожитых годах. И он начал разбирать вещи в доме тети. Он планировал отремонтировать здание и превратить его в уютное место для летнего отдыха. Среди множества старых предметов его внимание привлек необычный камень у входа. И он поднял его и удивился необычному весу и текстуре. Племянник Марии был человеком любознательным. Он интересовался историей края и прекрасно знал о богатых залежах янтаря в этих местах. Внимательно осмотрев находку, Ион заподозрил, что это может быть не простой камень, а кусок окаменевшей смолы. Ион решил проконсультироваться со специалистами. Он отнес камень в местный краеведческий музей. Сотрудники музея были поражены размерами и сохранностью образца. Они предположили, что это может быть редкий вид янтаря, характерный для региона Бузеу. Для точного определения находке требовалось проведение экспертизы. Камень отправили в Краковский музей в Польше, где работали ведущие специалисты по янтарю. Результаты исследования превзошли все ожидания. Оказалось, что камень Марии
Это огромный кусок румынита, редкой разновидности янтаря, которая встречается только в регионе Бузеу. Его вес составлял 3,5 килограмма, что делало его одним из крупнейших известных образцов этого минерала. Ученые определили возраст находки от 40 до 10 миллионов лет. Это означало, что янтарь образовался в период между поздним Эоценом и ранним Олигоценом. Такие древние и хорошо сохранившиеся образцы представляют огромную ценность для науки. Новость о находке быстро распространилась в научных кругах. Геологи и палеонтологи со всего мира заинтересовались уникальным образцом. Румынит ценен не только своей редкостью, но и возможностью изучать древние экосистемы по сохранившимся в нем включениям. И он был потрясен, узнав об истинной ценности камня. Эксперты оценили находку примерно в 1,5 миллиона долларов. Простой дверной упор оказался настоящим сокровищем. Перед Ионом встал непростой выбор. Что делать с этим удивительным наследством? После долгих размышлений Ион решил, что такая редкая находка должна принадлежать всему народу Румынии. Он передал янтарь государству, чтобы его могли изучать ученые и видеть обычные люди. Камень был признан национальным достоянием страны. Музей Бузеу и Калци устроили настоящее соревнование за право выставить уникальный экспонат. В итоге было решено, что янтарь будет по очереди экспонироваться в обоих музеях. Это привлекло в регион множество туристов и исследователей со всего мира. Мария была удивлена и обрадована, узнав о ценности своей старой находки. Она говорила, что всегда чувствовала в этом камне что-то особенное, хоть и не могла объяснить, что именно. Пожилая женщина была счастлива, что ее случайная находка принесла пользу науке и прославила родной край. История Марии и ее янтаря стала легендой в Румынии. Она вдохновила многих людей более внимательно относиться к природным богатствам своей земли. В регионе Бузеу началось настоящее янтарное возрождение. Местные жители с новым энтузиазмом занялись поисками и обработкой этого удивительного камня. Ученые продолжают изучать уникальный образец румынита. Каждое новое исследование приносит интересные открытия о древней природе региона. В янтаре находят отпечатки доисторических растений и насекомых, что позволяет восстановить картину жизни, существовавшей миллионы лет назад. Музейные работники даже создали специальную экспозицию, рассказывающую историю находки. Посетители могут увидеть не только сам янтарь, но и фотографии дома Марии со старым дверным проемом, где многие годы лежал камень. Эта выставка стала одной из самых популярных в обоих музеях. Сегодня в деревне Калци установлен памятный знак в честь удивительной находки. Местные жители с гордостью рассказывают приезжим историю о простой женщине, которая хранила в своем доме настоящее сокровище, даже не догадываясь об этом. Эта легенда стала частью культурного наследия региона Бузеу. Две эти удивительные истории прекрасно иллюстрируют, что стоит внимательнее смотреть на обычные вещи вокруг нас. То, что кажется простым булыжником или ненужным мусором, оставшимся от старших родственников, может оказаться настоящим сокровищем. Кто знает, может быть, в вашем доме тоже спрятано что-то особенное и очень ценное.